Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. Таро расклад. Перекресток реальности. Апрель 2025. Ключевые события вашей жизни, как вестники перемен. И к чему все это идет? Мы достанем 6 карт. Первое, это у нас будут 3 ключевые события и дополнительные 3. К чему же это все идет? И давайте с вами узнаем, что же прояснится или какая информация для вас, Козероги, откроется, с чем это будет связано, или какая сфера жизни может выйти на первый план, как, по сути, меняется ваша реальность и каковы эти самые ключевые события, с чем это будет связано. Апрель месяц можно условно разделить на две части. И первая часть, первая половина до 7 числа ретроградный Меркурий. И мы знаем, Меркурий, если ретроградный, тогда какие-то задержки или сбивчивая информация, нам приходится все время перепроверять что-то или соглашения какие-то тоже на такую своеобразную паузу могут становиться. Нам приходится анализировать, находить вот то, что для нас важно, нужно, а также где-то планировать или репланирование какое-то может быть. И Венера, которая олицетворяет наше благополучие и личную жизнь, то есть и любовь, и деньги, по 13 апреля тоже еще пока в ретро-движении. Поэтому, с одной стороны, некоторые вопросы нам может пространство, Вселенная вернуть словно на доработку. И, может быть, вы с чем-то должны разобраться, в чем-то расставить либо по местам, а может быть, что-то красиво завершить, чтобы в последующем заново вот к этому не возвращаться. Но и вполне возможно, ведь есть те пункты или те события, ваши намерения и цели, которые обязательно должны быть продолжены. Поэтому, наверное, больше порядка в жизни у нас будет где-то к середине апреля или, по крайней мере, вторая половина апреля будет с большей ясностью уже сопряжена. По крайней мере, в это я верю и откровенно надеюсь на это, что путаница постепенно отступает. Большая ретроградность у нас длится практически с конца 2024 года. И как раз апрель может для нас быть тем заключительным аккордом, который мы должны сыграть, возможно. Итак, ключевые события для вашего знака зодиака. Это как 3 события. С чем это связано? Может быть и сфера жизни, которую нам обрисуют. И к чему все идет, как меняется ваша реальность. Что же будет продолжено или в каком ключе? Как изменится ваша жизнь, к чему все идет. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Ключевое событие и сразу 6. Любая 6 это победа. Но это та победа, которая, она не буквально приходит к нам в апреле. И зависит это все от нами приложенных усилий где-то ранее. Может быть и будет некоторая перерокировка, реорганизация. По этой карте мы вообще можем даже куда-то отправиться, куда прежде не собирались. А почему это происходит? Потому что мы делаем правильные выводы. Всегда по шестерке мечей есть такое значение, что мы отплываем от прежнего берега. Это там, где может быть уже словно выжженная пустыня, меня смотрят люди из разных стран. Это понимание, что я чего-то не просто не могу продолжать, но я и не хочу еще чего-то продолжать, не вижу смысла. Или когда буквально на какой-то территории вы раскрыли по максимуму все свои таланты и понимаете, чтобы какой-то ваш проект или мечта осуществились в реальной жизни, вам тоже придется менять себя, менять словно организацию самого себя и одновременно на что-то решиться. Мы ведь решаемся. Наверное, самый сложный – это сделать первый шаг. И он как раз показан на этой карте. Конечно, олицетворяет здесь человек, который отплыл от берега прежнего на лодке. И вот эти 6 мечей – это как искусство мелких шагов. Мы постепенно, мы не знаем, с чем мы еще столкнемся впереди, но у нас хватает мужества идти вперед. И это нам уже говорит о том, что тебя ждет заслуженный успех. Конкретно в карте прописано «переверни страницу своей собственной жизни». И карта говорит, что реально какой-то жизненный этап у вас заканчивается. Но это карта заслуженного успеха, и поэтому это как дорога ваша к успеху. И это ведь решение, все-таки мечи – это не жезлы. Вот часто по жезлам проигрываются дела, работа, бизнес, деньги. А мечи – это наше сознание.
Это наш разум, это наш интеллект, интуиция. И поэтому, как вывод какой-то будете, может быть, вы делать или принимать очень важное решение, за которым последует победа. Вы чего-то тут можете добиться, и это не совсем тот путь, который короткий. Нет, что-то должно быть продолжено. И ваши усилия, может быть, мои дорогие козероги, более предметно к чему-то приложены. Не совсем многозадачность. По этой карте шестерка мечей мы сами себе важны. Поэтому не поставить себя на второе место. И это я говорю отнюдь не о гордыне и не о том, что мы настаиваем на своем. Здесь может быть для кого-то уход по-английски. Или когда вы понимаете, ну, может быть, глаза открываются, так тоже бывает. Мы смотрели на мир, ну, как-то в своей призме. Или понимали, что то, что происходит вокруг, ну и где-то самоосознание, оно все равно шло в каком-то прежнем ключе. А вот теперь приходит информация или события развиваются вокруг таким образом, что ничего другого не остается, как принять новую реальность. И у кого-то это будет связано с раскрытием ваших талантов. Кстати, шестерка мечей. Мы по ней можем и начать изучать языки, хотя у кого-то язык программирования. И если мы говорим пространство, эфир, интернет, интеллект, мы можем обучаться новым навыкам, мы можем рассматривать для себя как вопрос нашей ресурсности, в чем я могу раскрыть наиболее полно свои таланты. И здесь, как и само по себе обучение, но может быть, как и овладение какой-то конкретной профессией, когда вы можете это сделать быстро и совершить куда-то переезд. Вот и такие мысли у кого-то могут быть из вас. И вы знаете, у вас получится это осуществить. Мы по этой карте, конечно, надеемся сами на себя. Но вы, мои дорогие козероги, вы сильные люди. И если козерог себе поставил во главу угла какой-то план или цель, мечту, назовите как угодно, у вас есть все основания верить самому себе и достигать тех последовательно целей, к которым вы стремитесь. И где-то об этом карта и говорит, что перевернешь страницу собственной жизни и мало-помалу, но успех ты все-таки достигаешь. Что-то основополагающее с самых первых чисел марта. Как я уже сказала, вы можете передумать. Или, может быть, это будет связано, опять же, с новостью информацией. Или пусть это будет как, к примеру, жизнь одного какого-то ключевого партнера в вашей жизни, и он вам что-то либо предлагает, или наоборот ничего не предлагает, а вы получаете от него информацию. И это вроде как и не вами инициировано, а кем-то другим. Но так или иначе, это будет оказывать влияние и на вашу жизнь. И вот такие тоже могут быть повороты судьбы. Давайте откроем второе событие ключевое. И ведь правда, королева воды– это королева кубков– это карта любящего человека, поэтому у кого-то будут дела семейные, дела личной жизни, вопросы с вашим партнером. И эта карта здесь может говорить о том, что пусть это вопросы, которые связаны с документами, может быть, даже с недвижимостью, но каким-то образом с личной жизнью это будет перекликаться. Есть тот человек, который вам готов прийти на помощь, об этом нам тоже говорят, и значит, это те люди, на которых мы можем где-то опереться. Это чувствительность идет по этой карте, сопереживание. Значит, есть та персона, которая как раз в вашу сторону готова где-то вас выслушать. И даже если, это ведь очень важно иметь в нашей жизни таких людей, которые, пусть они с нами не соглашаются во всем, но они принимают нас такими, какими мы есть. И все это олицетворяет королева кубков. А для кого-то из вас банально может быть и правда для людей семейных. Это где-то и ваши планы, которые вам придется совмещать с планами вашей семьи, планы ваших детей, может быть, и взрослых детей. Или это вопросы с родственниками. У кого-то переезды и встреча с родственниками. Или вы куда-то переезжаете у кого-то на малую родину. Или наоборот, ваши родственники находятся где-то в другой стране мира. И вы для себя тоже ищете варианты, чтобы вот это самовоплощение или таланты раскрыть. Одним словом, есть какие-то надежные контакты у вас в апреле. И если 6
воздуха, шестерка мечей. Она как раз о заслуженном успехе и одновременно о начале говорит. На самые первые дни месяца апреля, то посмотрите, вы что-то будете продолжать в середине месяца. Или в середине апреля вы найдете тех людей, которые либо вам буквально будут помогать, либо оказывать содействие, или просто дельным советом могут помочь. Или есть какая-то, возможно, и заинтересованность. Тоже я этого не исключаю. Давайте посмотрим, что же за третье ключевое событие. Вообще шикарно. Очень люблю эту карту. Это так выглядит аркан колесница. И это карта успеха, кстати. И здесь конкретно прописано Виктория. Победа. Поэтому карта заслуженного успеха. Вот так вот мало-помалу ведет к вашей победе. Значит, какой-то план вы можете начать. Может быть, практически с нуля. Об этом нам шестерка мечей. Но к концу месяца вы будете видеть четко, как и свои позиции, и что вам нужно предпринять. И перемещения обе карты говорят. Поэтому я думаю, для многих из вас поездки, может быть, и не такие далекие. Для кого-то банально вы будете согласование проводить, искать информацию, или придется, может быть, путешествовать как по кабинетам чиновников, так и по кабинетам юристов. Все зависит от того, что вы себе поставили в план. Но это сила желаний, карта говорит. И поэтому есть смысл что-то продолжать. Но карта нас предупреждает. Тебе придется что-то передумывать, что-то видоизменять, может быть, изменять вас самих. Но по этой карте это, знаете, как и вдохновение, как возможность, так и еще идет и скорость. И есть такой момент, не упусти время. И значит, вторая половина апреля. Если искусство мелких шагов или когда вы что-то начинаете в апреле, на что-то, иными словами, вы решаетесь, есть поддержка, это где-то середина месяца, и эта карта еще и альтруиста, поэтому может быть, и вы какой-то альтруизм будете проявлять, но и в вашу сторону здесь тоже его могут проявить. Поэтому не совсем нам карта говорит о материализме. Будьте и сами где-то в этих энергиях в середине апреля, вам это будет помогать. Потому что часто мы людей отталкиваем, когда мы, ну, такие прожженные прагматики. Так вот нет, такому прагматизму, наверное, не совсем место. Контроль должен быть всегда, но это не значит, что мы чересчур расчетливы. Вот расчетливость вам где-то может помочь. Контроль – это одно. Но когда мы во главу угла все-таки ставим вот эту прагматику или материализм, тогда мы часто сами словно пленники собственных убеждений. А карта, которая следует, говорит о том, что перестройка какая-то ваша внутренняя, она должна произойти тоже. Нам приходится самих менять или адаптировать собственные планы под ту реальность, в которой мы находимся. И буквально не упустить время. Но здесь словно высшие силы вам помогают. И обратите внимание, это колода ангелов-хранителей. Не каждая карта имеет изображение ангелов или крылья. Так вот, там, где этого изображения нет, это зависит от вас самих. А вот старший аркан, как раз седьмой, говорит о том, что словно пространство, Вселенная вам, мои дорогие козероги, помогает. Давайте узнаем, к чему же все идет. Шестерка мечей. Правда, вам придется что-то передумать. Рыцарь мечей или рыцарь воздуха. Нам как будто показан, обратите внимание, молодой человек. В одной руке букет, в другой меч. И мечом он показывает другое направление. Я только где-то об этом обмолвилась. Имеется в виду, что вы что-то передумываете. И, и это карта интеллекта. Это карта, когда мы сами себя мотивируем. Ну, наверное, без этого невозможно сделать первый шаг. Но мы можем признавать по этой карте собственные ошибки. И поэтому не быть прагматиком дважды, трижды, наверное, для вас имеет значение даже в начале апреля. Потому что если мы словно уперлись во что-то одно, мы не видим другого. Мы тогда становимся словно слепы. Вот такую роскошь вы себе позволить не можете. Здесь нужно смотреть в оба, потому что шестерка мечей нам тоже говорит, человек один отправляется в это жизненное путешествие или решается на какой-то собственный жизненный путь. И что нам встретится на пути, мы не знаем. А как мы будем действовать сообразно тому, что встретится, дважды не знаем. Поэтому никогда не говори никогда. И будет очень важно
вовремя вот эту перерокировку или какие-то изменения, может быть, видоизменять ваши планы, корректировать мелкие планы, чтобы основной вот этот берег, мечта или то качество жизни, к которому вы стремитесь, оно в конечном итоге было достигнуто. Поэтому где-то интеллект. И что такое интеллект? Это связь нашей интуиции и прежнего опыта. Прежний опыт – это когда мы проанализировали наши ошибки и пошли дальше. А интуиция – это не глубокое самокопание, а это умение слушать себя самого. Давайте посмотрим, к чему все идет. И ведь это могут быть действительно вопросы. Смотрите, как красиво, десятка кубков личной жизни, когда вы съезжаете с семьей. Хотя, ну кто знает, вот с учетом тех карт, которые нам выпали по бокам, королевы кубков, наоборот, взрослые дети могут захотеть уехать от родителей. А может быть и родители куда-нибудь переезжают. Такое тоже вполне вероятно. Но есть взаимопомощь один другому. Здесь вообще сама по себе семья. И здесь конкретно прописана семья, любовь и радость. Вот к чему все идет. Поэтому может быть история любви или каких-то отношений, которые обязательно должны быть продолжены. И десятка кубков – это прекрасный итог, это вдохновение, это уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Но это где-то помощь наших близких тоже, когда есть поддержка, а стало быть и вдохновение в другом каком-то ключе, когда мы понимаем, что да мы можем все, стоит нам только захотеть, и когда близкие нас понимают. И у кого-то иногда по этой карте, хоть и кубки, проигрываются вопросы недвижимости или места вашего пребывания. Поэтому вот такие добрые энергии середина апреля. К чему все идет? И третья карта. Мы можем испугаться. И это карта искаженной, по сути, реальности или бессонницы, инсомнии, которая нам говорит, если ты будешь, Козерог, додумывать что-то по ночам, ночью надо отдыхать. Уставшие люди делают ошибки, поэтому уделите внимание буквально организации своей жизни, режим труда и отдыха, вот так банально, физиология вам может помешать ясно видеть, как и собственные перспективы, но так и обстановку, что происходит вокруг вас. Вы можете встать перед таким непростым каким-то выбором, и для начала это может быть принять ту реальность, в которой вы находитесь. Ведь аркан колесницы нам тоже говорит, закрывай в прошлое дверь и не останавливайся. Это как точка невозврата, тут действительно переход между прошлым и будущим, где-то вторая половина апреля, когда нам нужно просто принять данность. То есть данность – это то, хотим мы или нет, но вот есть какая-то обстановка вокруг нас. Или наши ресурсы, они вот на данный период жизни, они именно таковы, и нам нужно от этого оттолкнуться. И не надеть розовые очки, но и не устроить себе сеанс самокопания. Вот о самокопании или о глубокой философии на мелком месте девятка мечей. Да, она часто символизирует о нашем отрицательном опыте, который мы еще никак не можем от него избавиться. Он продолжает жить в нашем сознании. А сознание – это великий шаблон. И поэтому, пока мы сохраняем какое-то разочарование по прошлой ситуации, и я допускаю, что действительно есть о чем сожалеть, но тем не менее, пока мы эти негативные даже мысли храним, они заполняют пространство, то невидимое пространство нашего сознания, которое, тем не менее, оно заполнено. И для того, чтобы что-то более радостное, позитивное вошло в нашу жизнь, мы должны избавиться от этих негативных мыслей. Они не имеют значения и не служат нам уже прогрессом на будущее. Поэтому открой глаза, говорит карта. Поэтому от чего-то вы не должны отказаться. Тут вам словно высшие силы помогают. А обратите внимание, нам человек показан, закрыл глаза руками, он не хочет видеть эту реальность, он ее себе представляет каким-то своим образом. Он смотрит вглубь себя, он как раз анализирует, но, видимо, слишком. Поэтому вот основные, наверное, подсказки по этой карте. Вам нельзя застрять, как в каком-то небытие, или нельзя в чем-то ошибаться. Имеется в виду в реальности, в первую очередь, видеть, что вокруг вас происходит. Я с этого начала
свое повествование по этой карте. Поэтому, мои дорогие козероги, не нужны вам будут эмоции, а нужна будет реальность. Вторая половина апреля. Потому что мы ведь можем и не увидеть эту возможность, если мы застряли в прошлом. Или если мы себе поставили, ну, какой-то шаблон, что дело должно развиваться определенно таким образом. Или я могу, вы можете согласиться на что-то, если это будет в определенном ключе. Мы не видим альтернативные варианты по девятке мечей, и это нас сковывает. Вот от этого полета победы, который нам прогнозируют карты. Не упустите свой успех только лишь потому, что вы не знаете пока, как поступить, или потому что вы себе сказали: нет, такого не может быть. По девятке мечей вот это искаженное восприятие. Какое оно тут может быть, если мы не видим реальность? И вот, пожалуй, это основная точка отсчета – видеть реальность. Карту совет давайте мы с вами откроем. Вы знаете, много будет информации, много будет людей. И люди пытаются вас, может быть, в течение апреля месяца приобщить к какому-то труду или к каким-то задачам, темам. Но всегда по семерке жезлов мы должны сохранять собственный дзен. И перед тем, как на что-то согласиться, карта говорит, мы совет с вами рассматриваем, отступи полшага назад. С одной стороны, если ты в чем-то сомневаешься, козерог, оставляю себе пространство для маневра. Это те самые полшага назад, когда вы кому-то, может быть, не сказали однозначно «да» и «нет», пока вы сами не определились. И не значит, что эти полшага будут иметь дистанцию какую-то очень длительную. Решение физиологически мы принимаем, мозг наш так устроен, за считанные секунды, а думать мы можем неделями, месяцами, а то и годами. Поэтому принимать решение придется. Может быть, кому-то сказать «да», а может быть и «нет». Но вот эти полшага назад, они могут для вас быть как своеобразный запасной аэродром и сослужить хорошую службу. Поэтому карта говорит, сохраняй свой собственный внутренний баланс, сохраняй свой собственный дзен. И хорошенько подумай перед тем, как на что-то соглашаться или от чего-то, может быть, и отказаться. Ведь когда есть выбор, это словно две дороги, два пути, направо или налево. Одновременно мы и направо-налево пойти не можем. И неизбежно, согласившись на один вариант, мы отказываемся от другого. Так вот, тут нужно выбрать еще и правильные варианты. Но у вас, по сути дела, счастье на кону, возможности, победа. И та победа, которая будет как раз по аркану колесница, означает, что и быстрые действия, но это и то, что может быть продолжено на далекий период времени. Хотя работу над ошибками может быть сделать не так и просто. Но если мы вот это как бы не предпринимаем или не делаем, или вот это новое направление для себя словно не видим, тогда у нас есть риск погрузиться в собственные сомнения или в собственный негатив, или в собственные воспоминания, которые, по сути дела, все-таки фактически уже не имеют смысла. У кого-то из вас, мои дорогие козероги, была, ну, не самая добрая история, то значит, не стоит жить воспоминаниями. Есть смысл построить более новую, более счастливую историю любви. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.